Да-да-да-да, народ. Сегодня, прямо здесь и прямо сейчас, марсоход Perseverance. Настойчивость, разборка, ремонт и последующая сборка марсохода. Попутно я расскажу об интересных фактах, так сказать, пасхалках марсохода настоящего, который на данный момент бороздит просторы Марса. Погнали смотреть. Опять мы оказываемся в нашем гаражике. Естественно, первым делом мы включаем нашу любимую космическую станцию. И что мы видим? Пока мы не видим ничего. Сол 10. Значит, что здесь? У нас... Да-да-да-да. А вот и видим. А вот и марсоход. Собственной персоной. Прямо у нас на подъемнике находится все это дело. И давайте так. Давайте начнем с тех самых интересных фактов, пасхалок, о которых я говорил. Первое. Парашют. Ну, как бы, казалось бы, что интересного может быть в парашюте? Ну, помимо того, что он раскрылся и успешно приземлил марсоход на поверхность Марса. Однако, тадамс, в парашюте было зашифровано послание. Вот. Всего на парашюте 4 круга, и во внешнем круге скрыты координаты. Координаты реального места на Земле. И я вам скажу, что я не поленился. И в Google Планета Земля я нашел эту точку. Это местоположение находится в Америке. Координаты парашюта. С парашюта Perseverance приближаемся как можно. Делаем, так сказать, зум на этот объект. И что мы видим? Недалеко, так сказать, в окрестностях Лос-Анджелеса есть вот такая необычная построечка. Вот здесь, если наведемся на квадратик, подписано НАСА. Это центр исследования реактивного движения НАСА. Вот как-то так это все дело выглядит. В центре мы видим большое здание, крыша которого полностью покрыта солнечными панелями. То есть эти ребята тут реально их используют. Не только на Марсе можно использовать солнечные панели. Вот. И это будет являться пасхалкой номер 1. Место реальное. Ребята из НАСА скреативили, так сказать. Помимо прочего, на том же парашюте, значит, написано Dare Mighty Things. Это девиз программы Perseverance, и на русский язык это можно перевести как «Совершайте великие поступки». Классный девиз, и он мне однозначно нравится. Буду, скорее всего, его использовать и придерживаться. Добавлю от себя, также не бойтесь эксперимента. Так, что дальше? Раз уж мы зашли в Google Планета Земля, то нам грех было бы не посмотреть, а где же приземлился, собственно говоря, сам марсоход. Выбираем Марс. И здесь я тоже заготовил точку с его непосредственным местоположением. Но осталось дело за малым. Осталось эту точку найти. А вот же. Пометил я ее как приземление Perseverance. И что мы видим? Это кратер. Кратер называется E0. И вот, собственно говоря, марсоход Perseverance на данный момент находится именно там. Изучает, исследует
в общем-то, работает. Кто-то там он его поломал, и мы будем заниматься, соответственно, его ремонтом. Так, на этом пасхалочка номер 1 у нас выполнена. Соответственно, Google, планета Земля нам больше не нужна. Прикрываем. Пасхалка номер 2. Та-да-да-дамс. Это калибровочная мишень. Это калибровочная мишень, которая на данный момент установлена на марсоходе. Ну, тут чем примечательна она, собственно говоря, на ней ребята из НАСА также оставили послание. Написано Two Worlds, One Beginning. Я это перевел как два мира, одно начало. И много интересных рисуночков. Здесь и ракета, и люди, и динозавры, и ДНК человека, и какое-то растение. В общем, много-много чего интересного они сюда намалевали. Вот. И пасхалочка номер 3. Как по мне, так она наиболее интересная и прикольная. Тадамс! Эти ребята, эти креативные ребята из НАСА нарисовали целое семейство марсоходов, которые побывали до Perseverance и которые до сих пор пребывают на Марсе и также трудятся. Вот. Как-то так, с пасхалочками, наверное, все. Я сразу скажу, что это не все секреты и интересные факты. Те, которые знаете вы, можете написать в комментариях под видео. Очень интересно будет прочитать. И есть такое мнение, что на самом деле все пасхалки еще и не раскрыты. Поэтому мы можем ожидать в ближайшем времени еще каких-то. Я постараюсь о них также рассказать. Возвращаемся к нашему ремонту непосредственно. Вот. Марсоход у нас на подъемнике. Здесь это работает вот так. Он уже не на столе. Опускается, поднимается. Все у нас вроде как исправно. Вот здесь, по этому аппарату, это уже больше, наверное, пасхалка из игры. Я в предыдущих роликах рассказывал, как установить игру пинг-понг на марсианский компьютер, но здесь все гораздо интереснее. Мне удалось поставить игру «Захватчик». Это одна из первых 8-битных игр про космос. Называлась она Space Invaders. Можем на нее посмотреть. Вот так она примерно и выглядела. Вот. Потом я ее знаю по Денди как Galaxy она называлась. И там тоже вот приходилось что-то подобное делать. Но сейчас мы этим, естественно, заниматься не будем. Значит, еще интересный факт. За это все дело нам в Steam дается достижение. Но давайте я лучше покажу. Так, значит, Steam. И вот здесь достижение, собственно говоря, вот этот значок, такой же, как из этой игры, I Love Retro. И он у меня теперь есть. Между прочим, это достижение есть у 11% игроков. Вот здесь у меня не очень много игр в Steam, и логичный вопрос, почему? Дело все в том, что раньше я игры покупал на Epic Games, но потом понял разницу между этими двумя игровыми магазами. Steam — это целое сообщество. Здесь можно оставить какие-то комментарии, здесь есть достижения, здесь есть какие-то коллекционные карточки. Это все прикольно и интересно. И в сообществе я вот также делился своими видосами по прохождению тех или иных игр. И мне это показалось более привлекательным, несмотря на то, что и Epic Games, собственно, классный магазин. Но он только магазин, там нет такого. И не знаю, даже будет или нет.
В общем-то, в принципе, со Steam мы тоже закончили. Steam мне денег не платил за рекламу. Я высказываю свое личное мнение. Поэтому претензий ко мне никаких не должно быть. Возвращаемся к марсоходу. И, кстати, тут же сразу сходу смотрим, ищем эти самые пасхалочки. Есть ли они, интересно, в игре? Оп! И что мы видим? Да это ж калибровочная мишень вот с теми рисунками, которые, собственно, и я вам и показывал. Вот. Как-то так. Значит, нашли мы ее, а вот эту эволюцию марсоходиков я пока не вижу. Вот так это все должно выглядеть, но как-то я пока этого нигде не замечаю. Может быть, чуть позже при разборке я вам обязательно это все дело покажу. Между прочим, особо внимательный зритель уже как бы мог заметить вот здесь. Я вставил это поколение марсоходов, причем здесь есть также и Ingenuity, изобретательность, вот этот коптер, вертолет, который, собственно, находится где-то в этом марсоходе. Будем ремонтировать. Как-то так. Что у нас поломано? У нас поломано, я точно вижу, вот эта вот часть. Она выглядит не очень хорошо. Да, и она у нас красненькая. К тому же, это зелененькая. И это зелененькая. Значит, чтобы до нее добраться, я уверен, нужно что-то еще пораскручивать, потому что здесь все не так просто. Если я выбираю вот сейчас режим разборки, то нам предлагается снять вот эту крышечку. Что мы, собственно, и делаем. Тадамс. А теперь все равно не позволяет. Значит, нужно отсоединить еще и вот эту какую-то тягу. Оп. Карманчики. А теперь мы можем снять целиком. Вот эту часть, это некая антенна. И, собственно говоря, у нас и задание было ее отремонтировать. Антенна LGA. Так, склад. Да, мы видим, ей очень нехорошо. И вот этот тоже разъем с неизвестной прочностью. По-моему, как раз таки где-то в заданиях оно у нас тоже было. RLGA разъем А. Да. Так и есть. Так и есть. И идем ремонтировать антенну и некий разъемчик. Смотрим, обследуем. Очистка ни одной детали не требуется пока. Собственно, и ремонт почему-то не требуется. А как же так, что прям сразу печатать антенна LGA. Запомнили? Запомнили. Идем печатать. Пишем здесь антенна LGA. Пока ресурсов хватает. Стоит она 1280. И я думаю, сразу вот этот разъем нужно. По-моему, он был А. Разъем А. Не тот. Отмена. Отмены, к сожалению, я не вижу. Хотя вот тут вот можно. RLGA. Разъем А. По-моему, так было. Если я не ошибаюсь. Вот эти обе части мы сейчас напечатаем, будут как новенькие. Сама антенна. Пока утилизируем ее. Отправляется в эфир. А вот с разъемом все-таки что-то мне не до конца понятно. Почему он не ремонтируется, либо, может быть, есть смысл попробовать произвести ремонт. И тут он не появляется.
То есть, в принципе, не ремонтируется, только печатается. Но почему-то не подвержен он исследованию. То есть у нас почему-то вот здесь вот этот разъем, даже вот перейдем в склад, непонятно, сколько его прочность. Может быть, мы зря его и печатаем. Но дело, как говорится, уже сделано. И движем это все дело собирать по своим местам. Где это все было? Это было где-то здесь. Оп. Новенькая антенна. Завинчиваем. Без антенны очень плохо. Никакие данные не передаются. Так, вот эта часть у нас, по-моему, и не была повреждена. Тоже ставим на место. Теперь ставим на место вот этот разъемчик. И все это дело завинчиваем. Как-то так. Оп, как новенькая. Крышечку. Мы забыли крышечку. Без крышечки нельзя. Понабивается марсианский грунт. Будет очень печально. Так, и что? На этом все. Да, не такой уж и сложный ремонт. Посмотрим по задачам. Да, отремонтирован планетоход Perseverance. И его нужно прошивать. Куда тут вставлять? Вот место ставить прошивальщик. И движемся выполнять вот эти логические задачи по собиранию цепочки. Так, я думаю, как-то так. Вот сюда поставим прямую, прямую. И цепь собрана, но теперь нам нужно целевое напряжение 8. Это довольно-таки много. Еще поставим четверочку и поставим, у нас больше нет четверочки. Так, мы собрали 10, насколько я вижу. А, есть пятая, есть пятая. Не дайте себя обмануть. Это будет 8 и 5, 13. Соответственно, нам нужно вычесть 5. Минус 2, минус 1, минус 1 и минус 1. Отлично! Тадамс! Первый ремонт марсохода Perseverance прошел в штатном режиме. Смотрим на миссии. Да, все задачи выполнены. И мы со спокойной душой можем завершить наше задание. Недостающих частей нет. Задачи все выполнены. Завершаем заказ. И никак иначе. Вот тут у нас и опыт добавился. И ресурсов нам тоже начислили за этот ремонт. Погнали дальше. В принципе, по времени я думаю, у нас все нормально. И я предлагаю, значит, что сделать? Отремонтировать Ingenuity. Изобретательность. Вот этот вертолетец, коптер. Но он не квадрокоптер. Если только он у нас есть здесь в задачах. Ingenuity, между прочим, нам повезло. Он здесь есть. И мы не приступаем к ремонту, потому что слишком низкий ранг. А вот этот и этот тоже. Да-да-да-да. Значит, мы поступим по-другому. Про Ingenuity, вертолет марсианский, изобретательность я вам расскажу в следующей серии. А на этом, пожалуй, все. И не забываем девиз программы: совершайте великие поступки.